Для начала рассмотрим обычный способ. Расплавили воск, поставили, ждем, помешиваем. Прошло 5 минут, консистенция не изменилась. Еще 5 минут, воск по-прежнему горячий и жидкий. Еще 5-6 минут, воск густеет и мутнеет. Еще 2-3 минуты, воск становится уже кремообразным. Продолжаем мешать 1-2 минуты. Получается, у нас ушло где-то 17-19 минут на изготовление крема из такой небольшой массы. Другой способ. Плавим воск и ставим на миску с холодной водой. Вода должна быть максимально холодная. И сразу же начинаем мешать. Как видите, воск схватывается моментально на дне и по стенкам нашей чашки. Просто мешаем и мешаем. Видео здесь без монтажа, без обрезок, просто ускорено на 2, чтобы вы 2 минуты не наблюдали за этим процессом. Этот способ, возможно, известный, но я к нему пришла только недавно, когда мне не было времени ждать 20 минут застывания. Я сначала пробовала поставить в холодильник, это особо не помогло, а потом, я даже не знаю сама, почему поставила на чашку с холодной водой, возможно, даже случайно, и увидела этот процесс, как все пошло быстро. С тех пор я пользуюсь только им. Миксер либо венчик я не использую, как-то мне изначально было удобно пользоваться ложкой. Ну, потому что я не делаю в больших объемах крем, это, как правило, вот за раз на одну свечу, поэтому ложечкой мне удобно. Пробовала миксером, но объем маленький, я дольше потом очищала миксер. На изготовление этого крема у нас ушло 2 минуты и 15 секунд. Все, теперь мы берем кондитерский мешок, добавляем в него наш получившийся крем. Как видите, крем отличный, мягкий, воздушный. У меня была заготовлена свеча, которую я не использовала, в нее залит уже и застывший контейнерный воск. Приминаем лопаточкой и начинаем выдавливать. Все, ваш крем-воск чуть больше, чем за 2 минуты готов. Можете декорировать свою свечу на ваше усмотрение. У меня вот такая присыпка. Посыпала, сделала наклеечку и свеча готова. Довольно быстрый способ.